Здравствуйте! Сегодня я покажу, как вяжу носочки. Для начала на 3 спицах набираем по 6 петель. Одну спицу снимаем, она будет рабочей. Начинаем вязание. Сначала провязываем 6 петель с одной спицы, затем 6 петель со второй. Далее делаем прибавление. Вяжем следующим образом: 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые, 1 накид, 2 лицевые. На второй спице повторяем то же самое: 2 лицевые, накид, 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Это первый круговой ряд. Во втором ряду прибавлений не делаем, просто провязываем все петли лицевыми на обеих спицах. Продолжаем прибавление по этому же принципу. Вяжем 2 лицевые, накид, 4 лицевые, накид, 2 лицевые. На второй спице также 2 лицевые, накид, 4 лицевые, накид, 2 лицевые. Следующий круг вяжем без прибавлений, все петли лицевые.
Обратите внимание, прибавки всегда делаются в начале и в конце каждой спицы, после первых 2 лицевых и перед последними 2. Чередуем ряды, один круг с прибавками, следующий без них. Теперь переносим петли на 4 спицы. Не забывайте, в начале и в конце каждой спицы продолжаем делать накиды, пока на каждой спице не станет по 13 петель. В итоге получится 52 петли. Затем продолжаем вязание по кругу. На спицах уже по 13 петель. Теперь продолжаем вязание по кругу. Переднюю часть носочка я буду вязать с ажурным узором. Для этого объединяю 26 петель и распределяю их по следующей схеме. 3 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. По этой схеме провязываем 2 круговых ряда. Два круговых ряда связаны. Начинаем формировать узор. Схема такая. 3 лицевые, 2 изнаночные, далее перекрещиваем 4 лицевые петли. Для этого 2 лицевые снимаем на дополнительную спицу перед работой. Вяжем следующие 2 лицевые, затем возвращаем снятые петли обратно и провязываем их. Далее 2 изнаночные и снова перекрещивание 4 лицевых. Затем 2 изнаночные, еще одно перекрещивание 4 лицевых.
2 изнаночные и в конце 3 лицевые. Этот узор будем повторять в каждом 6-м круговом ряду. Продолжаем вязать по кругу, соблюдая этот узор до высоты примерно 14 сантиметров. В 6-м ряду повторяем узор. 3 лицевые, 2 изнаночные. 4 лицевые перекрещиваем. Две изнаночные. Еще раз перекрещиваем 4 лицевые. Две изнаночные. Снова перекрещиваем 4 лицевые. Две изнаночные. И заканчиваем 3 лицевыми. Так выглядит наш узор. Продолжаем вязание по кругу примерно до высоты 14 сантиметров. Связали примерно 14 сантиметров. Верхнюю часть с узором пока оставляем без изменений. Теперь приступаем к формированию подошвы. Вяжем платочной вязкой приблизительно 6 сантиметров. Нижняя часть носочка связана. Верхняя часть 14 сантиметров. Подошва 20 сантиметров. Далее подошву делим на 3 части, 8, 10 и 8 петель. Вяжем первые 8 петель, вставляем маркер. Затем провязываем 9 петель, а 10-ю петлю и следующую за ней провязываем вместе. Поворачиваем работу, вяжем 9 изнаночных, после чего снова 10-ю петлю и соседнюю провязываем вместе. Поворачиваем, вяжем 9 лицевых, затем 10-ю и соседнюю петлю вместе. Повторяем этот прием, пока на спице не останется 10 петель.
Осталось 10 петель на спице. С боковых сторон набираем по 12 петель. С одной стороны набрала 12 петель. Теперь набираю 12 петель с другой стороны. Связываем все петли и провязываем один круг. Далее делаем убавление в местах, где набирали по 12 петель. На одной спице в конце ряда провязываем 2 петли вместе. На другой, в начале ряда, также 2 петли вместе. Маркер устанавливаем в точках убавления. Вяжем по кругу с убавлениями, пока на каждой спице не останется по 13 петель. На спицах по 13 петель. Далее вяжем по кругу до высоты примерно 12 сантиметров. Связали 12 сантиметров. Теперь переходим к вязанию резинки. Вяжем по кругу, чередуя одну лицевую, одну изнаночную петлю. Высоту резинки выбирайте по своему желанию. Закрываем резинку. Наш носочек готов. Вот так выглядит носочек после глажки с разворотом.